Всем привет. Так, начнем нашу поездку в этот раз. Значит, прилетел я в Лас-Вегас. С погодой мне, конечно, опять же не повезло. Но может быть и хорошо. Сейчас идет дождь. Так что не особо хорошее время гулять. Поэтому, значит, программу я какую хотел? Я хотел в само казино куда-нибудь пойти в последний день перед полетом. Потому что полет у меня в 6 часов утра в понедельник. Назад. Сейчас 26 число. 26 ноября, среда. Так что у меня 26, 27, 28, 29, 30. 5 дней. В понедельник я улетаю. Значит, программа такая. Здесь, в Лас-Вегасе, я хочу увидеть только казино. Больше в самом городе я ничего не хочу увидеть. Ну, посмотрим, может быть, еще вот этот фонтан, который там с музыкой играет. По-моему, он у казино Белладжио. Ну, посмотрим. Значит, что я хочу посмотреть? Я хочу посмотреть Хувердам. Это огромная дамба здесь. Вот, посмотрите. Вот так она выглядит на картинке. Дамба большая. Хочу сходить в музей тут. Но это так, это не главное. Значит, куда я хочу поехать? Гранд Каньон хочу посмотреть, но это надо, чтобы хорошая погода была. Потом, я еще не знал, поеду ли я в Солт-Лейк-Сити, но так как здесь плохая погода, в Солт-Лейк-Сити хорошая погода, я сейчас направляюсь туда. Поездка примерно 10 часов, но это нормально. То есть я ночью там буду, и весь завтрашний день буду там, в Солт-Лейк-Сити. Хочу посмотреть само это озеро соляное. И также я хочу съездить в Yellowstone National Park. Это там, где большой вулкан. Скрытый, неактивный. Ну или активный. Там гейзеры, всякое такое. Там погода сейчас нормальная, поэтому в такой день тут шататься нечего. Еду туда. Значит, взял машину. Pontiac. Ничего так. Пойдет. Что за машина? Значит, машина Pontiac Grand Prix. Что-то такое. Ну ничего. Похоже немного на Мустанг снаружи. Но я ее еще сниму. Все. Да, забыл сказать. Завтра тут тоже плохая погода ожидается. Именно поэтому я сегодня еду в Солт-Лейк-Сити. До связи. Всем привет! Значит, я проехал вчера около 1000 километров. Сегодня, значит, я заночевал в городке Покателло в Айдахо, в штате Айдахо. Сейчас я продолжаю путь из штата Айдахо в штат, на стык штатов Монтана и Вайоминг. Там находится парк Йеллоустоун. Мне осталось ехать где-то примерно 1,5 часа туда. Ну вот так. Вот как все вокруг выглядит. Сегодня погода хорошая, а в Лас-Вегасе сегодня дождь. Так что мы едем в Лас-Вегас. Все, пока. До встречи в Йеллоустоун.
потихоньку подъезжаем к Йеллоустоуну. Вот здесь уже лежит снег. Так, с парком я пролетел, потому что я, конечно, не учел, что он зимой закрыт. Но сделал мне несколько фотографий самой кальдеры с, по-моему, 50 километров в диаметре она. Сделал пару фотографий. Ну ладно. Ничего, сейчас поезжу вокруг, а потом поеду в Солт-Лейк-Сити обратно. Озеро смотреть. Все. Парк закрыт, но ничего страшного. Я был у рейнджеров и у полицейских, спросил у них, где можно посмотреть, где вообще лучший вид на парк есть. И они мне посоветовали бывшую или даже сегодняшнюю, сейчас использующуюся башню, с которой смотрят, нету ли лесных пожаров. Они сказали, что меня туда пустят, так что едем туда. Итак, похоже, место очень хорошее. Сейчас глянем. Берем камеру, идем наружу. Смотровая вышка для пожаров, видимо. Машина вся грязнючая. Проехался по грязи. Вот такой вот вид.
И это все. Все вот это вот вулкан. Все вокруг. Если он когда-нибудь, если когда-нибудь будет извержение, то, по-моему, покроет всю землю пеплом. Так, будем сейчас снимать фотографии. Все, пока. Всем привет. Я выспался и сейчас еду на это озеро, но думаю, уже ничего не видно будет, потому что все затянуто, как видите. Так что поеду потом в каньоны вниз. Думаю, что там лучше погода. Да, с погодой мне конкретно не повезло, ну ладно. Ничего страшного. Тут, значит, есть просто соляное озеро. Я так понимаю, что это просто озеро. Просто с водой. Соляное, потому что там много соли. Как мертвое озеро мертвое море в Израиле. А есть какие-то соляные равнины, видимо, высохшие части этого озера. Это там, где всякие тесты проводят на скорость машины, что-то такое. Ну, сейчас поедем туда, посмотрим. Ну, и если ничего не видно, тогда... Как это все выглядит? Если ничего не видно, тогда... Тогда поедем в каньоны. Там вот горы виднеются. Справа от меня озеро. Почему-то все высохшее. Может быть, они соль тут добывают. Интересно, все высохшее. Заводы. Погода становится немного лучше. Вот, кстати, моя машина. Интересно. Горы. Опять же. Заводы. Не знаю, что они там делают. Дома надо почитать. И брошенный причал. Или марина. Красивое здание. А вокруг высохшее озеро. А вода где-то там вот вдали. Видите? Где-то вдали вода. Потому что здесь все высохшее. Интересно. Прямо как в Израиле. Поправочка. Озеро не высохшее, а просто вода отошла. Сейчас я нахожусь на причале Great Salt Lake Marina. Сейчас поднимемся наверх, вам покажу, как выглядит. Воздух очень соленый. Очень. Вот и озеро. А вот там я только что был. Туда я снимал. Видите, высохшие участки. Видимо, просто вода отошла.
Ничего особенного, просто озеро с большим количеством соли вроде как. Наверное, тоже высохнет когда-нибудь полностью. Все, пока. И, наверное, я не поеду в пустыню туда, к соляным этим, потому что там все затянуто, как видно. Смысла нет туда ехать. Все. Как здесь все выглядит, я так понимаю, начинается пустыня потихоньку. Я сейчас разворачиваюсь и еду к каньонам и да, каньонам вниз. А именно еду еду в Canyonlands National Park и Arches National Park. Drive 1.2 kilometers, then turn right onto I-80 East. Ken-Gar Chrysler Jeep Dodge in West Valley. We not only sell more than other dealers, we keep you on the road longer with our back you up promise. In 1.1 kilometers. In 350 meters, turn left on Solar Road, then turn left. Recalculating. Соль добывают здесь. Continue 11 kilometers on I-80.
protege. Homologization pay. Instead of being gracious, they violate in a major way. I never been a hater, still I love them in a crazy way. Some say they sold the game, you know they couldn't work on Labor Day. It ain't that black and white. Their hands in area, the shade, grab them west side. Итак, я приехал в национальный парк Canyonlands. Все в таких вот каньонах тут. И вот такое тоже видно. Попробую делать фотографии, а не рассказывать. Так что следующий рассказ будет в другом парке. Все, пока. Итак, я побывал сегодня в парке Canyonlands еще раз. И также побывал в парке Arches, то есть арки. Там арки из камня, из седимента. Слева от меня Лазаль Mountains. Я так понимаю, это начало Rocky Mountains. Сегодня я в Grand Canyon не попал, потому что заняло тут все очень много времени. Еду сейчас вниз, переночую там где-нибудь, и завтра в Grand Canyon. А послезавтра утром я улетаю, так что в Grand Canyon успею. Сегодня не снимал, потому что не знаю, что или забыл, то ли устал. Но я наделал много фотографий, так что фотографии покажу. Все. Итак, доброе утро. Сейчас я еду в Monument Valley. Вы уже видите эти скалы, горы. После Monument Valley еду в Grand Canyon. Все, увидимся.
Monument Valley находится на границе между штатом Юта, здесь справа от линии, прямо там, где флаг стоит. Справа Юта, а слева Аризона. Вот мы и подъезжаем. Скоро будут фотографии. Да, это земля индейцев Навахо. Так что... наверное, американцы им оставили, как всегда, немного земли. Так что они здесь могут жить. Это, пожалуй, самый известный из этих monuments. Думаю, привет. Думаю, что вот этот вид, пожалуй, самый лучший. Солнце светит. Только что встало. Там вот вдали горы. Вообще пустыня. Раньше это были скалы в воде, наверное. Ну ладно, все, пофотографирую и еду дальше в Гранд Каньон. Итак, посмотрели мы на Monument Valley, или вернее еще смотрим. Вот она справа, а также слева. Сейчас будет видно. Сейчас мы направляемся, сейчас я направляюсь к Гранд Каньону. Ехать туда примерно 2 часа. Сегодня встал рано, специально, чтобы успеть везде. Вот одна из типичных американских дорог посередине пустыни. Просто очень длинная.
Жалко, не разрешено быстро ехать. Даже здесь полиция ловит. Но меня не поймали еще. Хотите послушать самую классную радиостанцию, которая здесь принимается? Не знаю, о чем они поют, но не особо меня это привлекает. Было время, тут я ехал пару километров. Это была единственная станция, которая здесь принималась. Очень весело. Как в фильмах все время показывают. Длинная дорога. И горы вдалеке. Слева и справа поля. Пустыня. Индейские места. Где они лошадей пасут, коров и так далее. Здесь разрешено ехать 65, но мы едем где-то 85-90. Передо мной едет машина быстро. Поэтому ее поймают первую, а не меня. Так что можно ехать быстро. А вообще, лучше бы тут ехать, я не знаю. 100-110 миль. 160-170 километров в час. Такая классная дорога, ровная. Но, к сожалению, не разрешено. Это не Германия. Ну вот мы и у Grand Canyon. Въехали в Grand Canyon National Park. Идем к первому смотровому пункту на Grand Canyon. Это такая вот башня какая-то старая.
Сейчас посмотрим, как этот Гранд Каньон выглядит. Должна быть огромная просто дырка в земле, продолжающаяся многие-многие километры. Так, значит, вот отсюда мы приехали до Туба-Сити, потом поехали вниз, через Камерун приехали отсюда. И вот мы находимся здесь. А вот это река Колорадо и большой каньон реки Колорадо, Гранд Каньон. Вот. А вот так он выглядит. Подойдем поближе. Впечатляет, конечно. Река Колорадо — одно название. И да, мелкий. Продолжается каньон туда вот дальше. Справа налево. Вот река. Вот так это она идет. Видимо, это она этот каньон сделала. Надо почитать. Такой вот вид сверху башни. Так, я приехал еще на один смотровой пункт. Называется Grand View Point. Oye, ¿tan tontos estos de Atelia? ¿Qué haces? Along with Michelle Branch, playing the game of love and Daughtry.
вам траки, как здесь выглядят. И, между прочим, я еду по Route 66, по какой-то ее части. Так что замышлял ехать по Route 66 полностью, поехал немного кусочек. Итак, еду по Route 66. Везут животных. Смотрите на вагоны. When you get your kicks on Route 66, take us along with you. Your traveling companion, Super Country 100.1 FM KGMN. Едем по неасфальтированной дороге. Похоже, у индейцев не хватило денег на асфальтирование. Но я спросил у полицейского или у пожарного, не знаю, кто он был. Он сказал, что все правильно, в эту сторону надо ехать для того, чтобы доехать на Skywalk. Это, так как дедушка Юра тоже мне говорил сегодня по телефону, вроде как поход над Grand Canyon с прозрачным полом. Надеюсь, что сегодня успею, потому что через примерно 2 часа садится солнце. Так что едем. Да, забыл сказать, индейцы не только на асфальте пожадничали, но, по-моему, они также... Да, забыл сказать, индейцы не только на асфальте сэкономили деньги, но и также на указателях, потому что ни одного указателя на этот Skywalk не было. Но не знаю, посмотрим, какая будет прогулочка по небесам. Skywalk. Хорошо я сделал полностью каску ферзихерунг на эту машину, так же, если я ее раздолбаю, ничего страшного. Привет! Вот и коровы идут. Переходят дорогу в неположенном месте. Правда, предупреждение было где-то 5 метров назад, что могут коровы идти.
Смотрите, какой красавец. Стоит на меня, смотрит, а я на него смотрю. Ладно, поехал дальше. Пока дорога не асфальтирована, они так прямо на дороге и пасутся. Видимо, дорогу только недавно построили. Ну давайте, переходите. Не хотят переходить. Еще один красавец. Started coming home late at night. She didn't let him see it break her heart. She didn't let him see her fall apart. Вот эта штука, которую вы только что увидели, называется cattle guard. То есть, ну, в общем, смотритель за этими, за стадами. Все поле огорожено забором, а на дороге стоит такая штука. Видимо, там видели вот эти вот железная решетка. Она слишком большая для них, чтобы пройти, для парнокопытных. То есть за счет этого они не выходят по этой дороге за пределы того места, где они должны пастись. Вот так. KKJJ HD1 Henderson. Something
вертолете добираться, а не на машине с такой дорогой. Выехал опять на нормальную дорогу. Последние мили по нормальной дороге. Последние метры или мили, это вообще ужас. Опять на такую же дорогу выехал. Да что-то. Тут вообще джип нужен. Точно на вертолете туда добираться надо. Они должны это вообще бесплатно предлагать. Если это еще много стоит, то вообще непонятно. А как нам нравится вот это? Красота неописуемая. Вот это интересно, что такое? Кактусы или что? Похоже очень. Кактус-дерево. Но вообще дорога еще прикольнее. Смотрите, как она идет. Я буду снимать, пока еду. А вы смотрите. Радует одно, я тут не один мучаюсь. Вот еще одна машина едет. Я остановлюсь сделать фотки, потому что она едет очень уж медленно. Посмотрите, что слева. Вот за этой фигней, наверное, Гранд Каньон наконец-то будет. Но они вообще сдурели. Вдруг начинается опять асфальтированная дорога. Хуалапай. Хуалапай. Индейцы. Майн год. Наконец-то подъезжаем к каньону. Вот он уже виден спереди. Слева сейчас будем проезжать нефтяная вышка. Непонятно, к чему она вообще. А, нет, не будем проезжать. Сейчас я вам ее покажу. Чё тут вдруг нефть? Вот она. Но не работает. Видно, нефть кончилась. Приехали. А куда приехали? Приехали к аэропорту. Что еще раз подтверждает мое предложение прилететь сюда на вертолете. Да. Не знаю, слышите вы меня сейчас или нет, но я попробую. Они совсем обнаглели. Парковка стоит $20. 20. И еще возьмут за этот Skywalk.
Они тут еще катают на вертолетах и на самолетах, а дороги построить не могут. Но вообще, наглёшь. And we're at the west end of it. And it's about 4,000 feet from the bottom here. There's a skywalk ahead of us. The construction going on is a new restaurant they're building, and gift shops. Yeah, go ahead. Where are you at? I'm almost at Eagle, going up to stop. I got 10 kilometers. Все, конечно, отлично и хорошо. И сейчас мы посмотрим на Гранд Каньон вот с этой вот фигни вниз, потому что там прозрачный пол. Но наглёж продолжается и вообще, по-моему, здесь никогда не закончится. Значит, для того, чтобы вас просто пустили в это владение индейцев, стоит $30. Плюс 30 дополнительных долларов для того, чтобы зайти на этот Skywalk. Плюс $20 парковка. Итого $80 за какие-то там полчаса непонятно чего. Так что сейчас посмотрим. И еще главный наглёж. Значит, камеры запрещены на этом Skywalk. Так что непонятно, смогу ли я это заснять или нет. Идем, идем, идем. Так, прошелся я по этому небесному пути Skywalk. Если честно, то ощущение никакое. Чем за $80 идти сюда на этот Skywalk и очутиться на высоте 4000 футов и посмотреть вниз, лучше прыгнуть с парашютом за $180. Всего на $100 больше. И прыгнуть с высоты 14 тысяч футов. Около 4 километров. Но все-таки ничего, стоит того. Может быть. Для тех, кому понравится. Мне не особо понравилось. За счет этого переться 50 миль по какой-то непонятной дороге — это сплошной наглёж. Опять же, столько денег берут, а дорогу построить не могут. Ну, ничего, зато вид нормальный. Вот там вот, где у нас, сейчас покажу. Значит, вот там вот снизу река Колорадо. It seems the next bus is the last one. Yeah? Yeah. It's like in 3 minutes or something. That's nice. Закат. И самолет. Интересно, еще возят туристов, наверное, совсем денег хотят с них взять, потому что уже ничего почти не видно. Вигвам стоит. Поближе подойду. Правда, просто бревна какие-то сложенные вместе. Да, после этих индейцев я сейчас еду в Лас-Вегас, может быть, там поснимаю немного. Пойду, может быть, в казино поиграю на пару долларов, посмотрим. Надо же немного поиграть, побывав в Лас-Вегасе. Все. Еще одно смотровое место есть.
Но с такой организацией, как у них. А вот, кстати, луна, видите? Немного подсвечена, а другая сторона не подсвечена. Видно здесь края ее. Да, так вот, у них есть второе место, на которое можно посмотреть, но с такой организацией, как у них, второго места уже не будет, потому что уже солнце зашло, а автобусы их, шаттла, все еще нет. Уже могу сказать, козлы. А вот, наверное, автобус едет. Наконец-то. Не прошло и часа. Надеюсь, все меня видят. Как ни печально это говорить, но я опять рад оказаться в машине, потому что поездка на этот Skywalk — сущая трата денег и времени. Действительно жалею, что сюда поехал. Лучше бы остался в национальном парке Гранд Каньон. Там и индейцы лучше, и сервис лучше, и больше чего можно увидеть. А тут просто они зарабатывают на людях деньги и пользуются тем, что это ближе к Лас-Вегасу, и все. Может быть, единственная вещь, которую тут интересно сделать, это полет на вертолете, но его, наверное, можно сделать и из Лас-Вегаса, не обязательно сюда переться. Так что жалею, что сюда поехал, потратил деньги, ну ладно. Главное не деньги даже, а время, потому что могу посмотреть что другое. Например, на дамбу я уже посмотрел, но я ее еще не снял. А сейчас ее уже снять никак, потому что ночь. Я ездил на нее в начале, проезжая в Солт-Лейк-Сити, поэтому, ну ладно, дамб много, еще дамб увидим. Но эту дамбу даже интереснее было увидеть, чем здесь побывать на этом Skywalk. Все, я попёрся назад в Лас-Вегас по этой долбанной дороге. Надеюсь, что все нормально будет. До встречи в Лас-Вегасе. Да, еще раз, это опять я. Забыл совсем сказать, последний наглёж, который здесь увидел, ну это вообще... В общем, они продают бензин за $4 за галлон. Плюс налоги. Тут вообще в Америке все цены без налогов даются, поэтому налоги еще надо прибавлять. Поэтому если там написано 19,99, на самом деле будет 23 или 22. Но это не главное. Так, в общем, они продают за $4 за галлон. Это примерно в 2,5 раза дороже, чем по нынешним ценам на обычных заправках. То есть они пользуются просто тем, что люди сюда долго едут по этой дороге, много бензина расходуют и не рассчитывают бензин, и им нужен бензин. Обратную дорогу. В общем, сплошная обдираловка тут. Окей, будем знать теперь. Никому не будем советовать сюда ездить. Все, до встречи в Лас-Вегасе теперь уже. Так, значит, вам показываю башню Хувер, дамбу Хувера или Хувер-дам ночью. Фотографии будут лучше, чем съемка на видео, но тем не менее видео. Вот сама дамба, размер не маленький, по ней машины едут, видите? Вот эти 4, я так понимаю, генераторные башни или что-то, что у них, не знаю. В общем, вот здесь вот там, где черная, там вода. Ее не заснять. Нет, камера плохо берет. Там вода и немного отсвечивает. Значит, вот это вот новый хайвей, который строят. Вот это вот башни, вернее, опоры моста, который строят. Но его еще не свели, мост. Значит, при въезде на дорогу, на эту дамбу проверяют каждую машину. Проверка чисто фигня полная. Просто смотрят, фонариком светят и говорят: проезжайте. Фигня еще та. То есть я спокойно мог вместо своего штатива провести пулемет. Никто бы и не заметил. Вот еще раз.
Значит, вся эта проверка длится, надо стоять где-то, наверное, полчаса, потому что машины так медленно двигаются, что невозможно. Поэтому они, наверное, и строят в обход вот это вот, этот хайвей новый. По дамбе же не только машины едут в Аризону, они еще много очень людей, я думаю, больше, чем просто проезжающих, просто хотят на дамбу посмотреть. Поэтому жалко, что я ее днем не снял. Тогда была плохая погода. Я думал, я сегодня днем сюда приеду, но, видите, не получилось. Поехал вместо этого на этот долбанный стеклянный мост. Ну ладно. Все, я пошел делать фотографии. Думаю, что фотографии получится. Все. Итак, я сделал фотографии. Направляюсь сейчас в Лас-Вегас. До самолета у меня еще 8 часов, так что посмотрим, что я там буду делать. Сейчас вам покажу Лас-Вегас. Фотографии получились хорошие, но, как всегда, не без приключений. Потому что меня обыскала полностью полиция, потому что я не там остановился. Ну, бывает. Ну, ничего страшного. На федеральной земле остановился. Да. Федеральная собственность. Они ее защищают. Ну, видимо, боятся вообще там вокруг дамбы, боятся, что все террористы там что-нибудь сделают. Так что это их работа, и все нормально. Но в отличие от 3 полицейских, которые меня до этого останавливали на хайвее за то, что я скорость превышал за все мое пребывание здесь, в Америке, 2 раза за время, когда я ездил на Space Shuttle, и 1 раз за эту поездку по дороге в Йеллоустоун. Те были намного приятней, а этот прямо даже как-то очень неприятен был. И когда я его переспросил, что мне сделать, когда он мне что-то сказал, он нехотя это повторил. Ну, в общем, все на стрессе, все там дамбу охраняют. Пора ветряки строить с солнечными батареями. Меньше охранять надо будет. Вот так. Ветряков, кстати, я тут очень мало видел. Я вот когда я проезжал, я не знаю, я, по-моему, я сфотографировал, но не знаю, на камеру я снял или нет. Ну, там было 5 ветряков. И еще в пару местах так, пару видел. А место-то вообще дофига и больше. Так что можно было побольше построить. Но они тут ставят на атомную энергию все, и бензин тут галлонами потребляется. Так что все хорошо. А вот, между прочим, Лас-Вегас сверху. Здоровый город довольно. Но там 2 главные улицы с казино, а все остальное непонятно что. Во всяком случае, не казино. Я думаю, что зимой говорю, ночью Лас-Вегас мне больше понравится, потому что днем он был как-то не ахти как. Ну ладно, посмотрим сейчас. Значит так, сверху это выглядит вот так еще раз. Значит, вот это главный квартал, видите? Вот это вышка телевизионная или какая-то там. На ней еще, по-моему, людей катают сверху, там типа фрифол. Типа падают люди. Вот, а слева
от нее все гостиницы. Вот здание, которое немного возвышается, а все остальное одноэтажное. Одноэтажная Америка, как у Ильфа и Петрова. Вот мы уже ближе. Едем по хайвею. Слева башня. In 1.3 kilometers, take exit 75 on right to Las Vegas Boulevard. Да, главный бульвар у них Лас-Вегас бульвар называется, а также по прозвищу Стрип. Лас-Вегас бульвар или Стрип. У меня тут батарейки кончаются потихоньку, так что если вдруг все обрубится, тогда смотрим фотографии. Take exit 75 on right to Да-да. Las Vegas Boulevard. Да, цена на бензин, кстати. 1,81. Правда, это 82-й бензин или 83-й. Такого в Германии уже нету. Да и в России уже нету. Только в Америке.
Island. Treasure Island. Вообще хочу сказать, что в подсвеченном состоянии оно лучше выглядит. Пожалуй, самый пятачок тут. The Fletcher Jones Imports Winter Sales event is in full swing and not a minute too soon. Hello, Las Vegas. I'm Fletcher Jones Jr. Fletcher Jones Imports is now offering... Upside 1027. Башня. Caesar's Palace. Сейчас мы подъедем к фонтану. Я хочу для вас фонтан снять. Это тоже очень известное казино. Фламинго. Да, здесь надо ночью быть. Тут город ночью живет. Днем тут все умершее. А вот и Белладжио. И вот перед ним как раз фонтан перед Белладжио. Это отель Белладжио. И казино тоже.
Вот так. Теперь просто вода. И собла спрятана тоже.